Друзья, привет! Это видео станет для вас отличным способом изучения английского языка. Здесь мы будем учить не только короткие слова и фразы, а целые предложения, которые звучат естественно и часто используются в повседневной речи. Такой формат помогает не только пополнять словарный запас, но и учиться строить предложения правильно и уверенно. Вы сможете услышать, как звучат фразы на английском, и сразу понять их значение на русском. Это создает прочную основу, чтобы легко использовать английский в любых ситуациях — дома, на работе, в путешествиях и в общении с друзьями. А самое главное, вы можете возвращаться к этому видео в любое время, слушать его дома, в дороге или на прогулке. Повторяйте, тренируйтесь, и шаг за шагом вы почувствуете, что начинаете говорить свободнее. So let's get started. Урок 1. Простые повседневные предложения. I'm glad to see you today. Я рад видеть тебя сегодня. It's a beautiful day outside. На улице прекрасный день. I don't have much time right now. У меня сейчас не так много времени. Can you help me, please? Ты можешь мне помочь, пожалуйста? I would like a cup of coffee. Я хотел бы чашку кофе. I usually wake up early in the morning. Я обычно просыпаюсь рано утром. She works in an office near the city center. Она работает в офисе недалеко от центра города. We often go shopping on weekends. Мы часто ходим за покупками по выходным. Do you want to join us for dinner? Ты хочешь присоединиться к нам на ужин? I don't understand this word. Я не понимаю это слово. Could you speak more slowly, please? Можете говорить помедленнее, пожалуйста. This movie is really interesting. Этот фильм действительно интересный. I'm learning English step by step. Я учу английский шаг за шагом. Don't worry, everything will be fine. Не волнуйся, все будет хорошо. I need to buy some food. Мне нужно купить немного еды. I want to travel around the world. Я хочу путешествовать по всему миру. Can I pay by card here? Я могу оплатить картой здесь? It's too late to call her now. Сейчас слишком поздно, чтобы звонить ей. Let's meet again tomorrow. Давай встретимся завтра снова. Отлично, переходим ко второму уроку — работа и учеба. Здесь будут простые, но очень нужные предложения для рабочих и учебных ситуаций. Урок 2. Работа и учеба. I work from Monday to Friday. Я работаю с понедельника по пятницу. She is a teacher at school. Она учитель в школе. He studies at the university. Он учится в университете. I usually start work at 9 o'clock. Я обычно начинаю работу в 9 часов. We have an important meeting today. У нас сегодня важная встреча. I need to send an email. Мне нужно отправить электронное письмо. Can you explain this exercise to me? Ты можешь объяснить мне это упражнение? The lesson starts at 10. Урок начинается в 10. I have a lot of homework today. У меня сегодня много домашнего задания. He is preparing for the exam. Он готовится к экзамену. I like my job. Мне нравится моя работа. She is very good at mathematics. Она очень хороша в математике. I'm learning new skills at work. Я осваиваю новые навыки на работе. The teacher is asking a question. Учитель задает вопрос. I'm writing an essay now. Я сейчас пишу эссе. We often have group projects. У нас часто бывают групповые проекты. He is working on a new project. Он работает над новым проектом. I have a break at 12 o'clock. У меня перерыв в 12 часов. Can I help you with your homework? Могу я помочь тебе с домашним заданием? She is making a presentation. Она делает презентацию. They are studying together in the library. Они учатся вместе в библиотеке. Uh, I want to improve my English for work. Я хочу улучшить свой английский для работы. Супер. Тогда продолжаем. Вот урок 3. Дом и семья. Урок 3. Дом и семья. This is my family. Это моя семья with my parents. Я живу с родителями. We have a small house. У нас есть маленький дом. The kitchen is very cozy. Кухня очень уютная. The living room is big and bright. Гостиная большая и светлая. I like to cook dinner for my family. Мне нравится готовить ужин для моей семьи. We usually have breakfast together. Обычно мы завтракаем вместе. My father works in the city. Мой отец работает в городе. My mother takes care of the house.
Моя мама заботится о доме. I have a younger brother. У меня есть младший брат. She has an older sister. У нее есть старшая сестра. My grandparents live in the village. Мои бабушка и дедушка живут в деревне. We visit them every summer. Мы навещаем их каждое лето. Our family likes to spend weekends together. Наша семья любит проводить выходные вместе. We often watch movies in the evening. Мы часто смотрим фильмы. Children are playing in the garden. Дети играют в саду. I love my family very much. Я очень люблю свою семью. We sometimes travel together. Мы иногда путешествуем вместе. He is fixing something in the garage. Он чинит что-то в гараже. She is cleaning the room now. Она сейчас убирает комнату. I'm doing my homework at the table. Я делаю домашнее задание за столом. We are having dinner in the kitchen. Мы ужинаем на кухне. They are talking in the living room. Они разговаривают в гостиной. I'm reading a book in my room. Я читаю книгу в своей спальне. Отлично. Переходим к уроку 4. Путешествия и транспорт. Урок 4. Путешествия и транспорт. I like to travel. Мне нравится путешествовать. We are going on a trip next week. Мы едем в поездку на следующей неделе. The train leaves at 7 o'clock. Поезд отправляется в 7 часов. I need a ticket to London. Мне нужен билет в Лондон. The bus stop is near my house. Автобусная остановка рядом с моим домом. We are waiting for a taxi. Мы ждем такси. He is driving a car. Он ведет машину. She goes to work by metro. Она ездит на работу на метро. Our flight is at 9 in the morning. Наш рейс в 9 утра. I have a small suitcase. У меня есть маленький чемодан. Don't forget your passport. Не забудь свой паспорт. We are staying at a hotel. Мы останавливаемся в гостинице. The journey takes 3 hours. Поездка занимает 3 часа. He is buying a map. Он покупает карту. They are walking around the city. Они гуляют по городу. I want to visit a museum. Я хочу посетить музей. The restaurant is near the station. Ресторан рядом с вокзалом. She is taking photos of the city. Она фотографирует город. We are climbing the mountain. Мы поднимаемся на гору. I love the sea. Я люблю море. We are going to the beach tomorrow. Завтра мы идем на пляж. The hotel room is very comfortable. Номер в гостинице очень удобный. I enjoy learning about new cultures. Мне нравится узнавать новые культуры. Кто любит вкусно поесть и сходить за покупками? Урок 5. Еда и покупки. I am hungry. Я голоден. She is thirsty. Она хочет пить. Let's have breakfast. Давай позавтракаем. We usually have lunch at 1 o'clock. Мы обычно обедаем в час дня. They are cooking dinner now. Они готовят ужин сейчас. I like bread and butter. Мне нравится хлеб с маслом. He eats a lot of fruit. Он ест много фруктов. She drinks tea every morning. Она пьет чай каждое утро. I don't like coffee without milk. Я не люблю кофе без молока. This soup is very tasty. Этот суп очень вкусный. I want to buy some bread. Я хочу купить немного хлеба. How much does it cost? Сколько это стоит? The apples are very fresh. Яблоки очень свежие. Can I pay by card? Можно оплатить картой. He is buying a bottle of water. Он покупает бутылку воды. We are looking for a supermarket. Мы ищем супермаркет. I like going to the market. Мне нравится ходить на рынок. This restaurant is very popular. Этот ресторан очень популярен. I would like a pizza, please. Я хотел бы пиццу, пожалуйста. The menu is on the table. Меню на столе. She is ordering a salad. Она заказывает салат. The waiter is very friendly. Официант очень дружелюбный. We enjoyed the meal. Нам понравилась еда. Вы отлично справились. Сегодня мы разобрали сразу 5 важных тем. От приветствий до еды и покупок. А теперь у вас есть запас фраз, которые можно использовать каждый день. Дома, в дороге, на работе и даже в путешествиях. Не забывайте повторять их вслух и возвращаться к этому видео, чтобы закрепить материал. Каждый раз вы будете запоминать все больше и говорить все увереннее. А впереди нас ждут новые блоки про здоровье, общение, путешествия и многое другое. Так что продолжение обязательно будет. Спасибо, что были со мной, друзья. До встречи в следующем уроке.